Итак, мы начинаем. Вчера приготовили тесто, карамель, точнее, это первый этап приготовления козульного теста. Сегодня мы замесим это тесто. И я обещала рассказать про маленький лайфхак, тот, который вам поможет сэкономить, я думаю, что и силы, и время, и главное, тесто, которое у вас остается после работы. Допустим, вы раскатали тесто, сделали пряники 1, 2, 3 раза, у вас тесто остается достаточно сухое, с ним некомфортно работать, и в данном случае мы его будем использовать в продолжении, да, мы его не выбрасываем, о чем я вам и говорила. Это тесто, которое, точнее карамель, которая у нас была вчера, я даже его не мешала. Смотрите, как он выглядит. Сверху была пена, видно, что она поднялась аж практически до середины кастрюли. Я сейчас перемешиваю. Внизу карамель, сверху пена. Все смешиваем. Я сегодня буду работать и руками, и с помощью машины Cooking Chef. Я ее тоже подготовила, у меня насадка крюк. Тут ее не видно на видео, сейчас немножко покажу, поверну. Итак, вот у меня обрезки теста. Здесь и обычное тесто, и тесто альбиносы. Тут вообще не принципиально, вы можете использовать любое тесто пряничное, которое у вас реально остается. Нам необходимо в эту смесь, она уже остывшая, и вы видите, что прошло очень много времени, с карамелью ничего не происходит. Если вы вдруг не успели за 8 часов приготовить, замесить тесто, поверьте мне, с ним ничего не произойдет и через 24 часа. 3 яйца я разбиваю, нам понадобятся только желтки. Я белки в работе не использую. Что важно сделать? Мы в карамель, самое главное, добавляем желтки, потом добавляем тесто с предыдущих замесов, которое у нас осталось, и только после этого мы добавляем муку. По вчерашним сообщениям, по вчерашним комментариям, я поняла, что вам, в принципе, понравился такой формат, потому что вы можете работать вместе со мной одновременно. Смотрите, 3 желтка, мы их разбиваем, перемешиваем. И теперь делаем следующее. Я часть карамели перелью в Kenwood. Здесь держа очень большая, почти 7 литров. Конечно, если вам необходимо замесить вот эти 1,5 килограмма, все эти 1,5 килограмма можно замесить в Kenwood. Но так как мы вмешиваем сюда еще дополнительно тесто, другое, старое, то я буду часть делать в Kenwood, и часть буду делать вручную. Я прям переливаю. Неважно, сколько я перелью. Тут на самом деле вообще не принципиально. И сюда я добавляю часть нашего теста старого. Смотрите. И козульная классическая, и козуля альбиноса. Думаю, столько. А эту часть буду отправлять сюда и замешивать вручную. Я понимаю, что такой машины, наверное, есть, не у всех есть, соответственно, вручную смогут сделать каждый из вас. У меня есть еще напольный тестомес, я им работаю с большим удовольствием и чаще, потому что я делаю большее количество карамели, и, соответственно, там держа значительно больше, и там я могу вместить дополнительно еще больше остатков старого теста. Все очень просто. Сюда добавляем небольшое количество муки. Закрываю головку миксера. Включаю на минимальную скорость. Он будет медленно крутить. Я надеюсь, что меня будет хорошо слышно. А теперь остатки теста другого я отправляю сюда. Я машину могу подвинуть в сторонку. Вы ее будете видеть и слышать. Я буду время от времени туда подсыпать муку. Я чуть-чуть, так чтобы вы видели. Старайтесь просто разломать тесто. Видно, что да, оно такое очень сухое. Оно после нескольких замесов, когда вы раскатываете, вырезаете фигурки,
заново собираете, добавляете муку, снова раскатываете, и вы понимаете, что тесто может быть действительно очень сухое, уже подниматься плохо будет, и либо выбрасывать, либо вот так вот его, скажем так, переформатировать. Сюда добавляю муку. Муки нам потребуется достаточно много. Вот здесь сейчас видно такая карамель, она смешалась, и я буду туда тоже добавлять муку. Добавили муку, перемешиваем. На самом деле я перемешиваю в кастрюле до момента, пока тесто перестает быть жидким. То есть как только тесто стало таким комфортным, не стекает, не прилипает к рукам, я продолжаю замешивать уже на столе. Сейчас вы это увидите. Добавили. Если вы работаете с помощью машины Kenwood Cooking Chef, там есть уже в комплекте 5 насадок. Некоторые пользуются К-образной насадкой. Я не рекомендую, я рекомендую использовать насадку крюк. Это удобная, она не замешивает на себя слишком много лишнего теста, не путается в этом тесте, и с ней удобно работать. Перемешиваем. Если у вас какие-то вопросы, вы можете мне писать. Вопрос тут может быть, наверное, основной, первый. А сколько старого теста можно добавить в новый замес? Я рекомендую добавлять не больше 50%. То есть, если у вас, грубо говоря, с одного замеса получается 1,5 килограмма теста, то не больше 700 грамм, 750 грамм старого теста можно добавить в один замес. И дальше все идет очень обычно, просто в большом объеме. Мешать не очень удобно, теста много, но мы видим, что оно перестало быть жидким, стало таким уже текучим. Оно жидкое здесь, и я снова подсыпаю муку. Что мы делаем с кастрюлей? Я здесь припыляю поверхность. Так, достаточно активно. Нам муки понадобится еще много. Делаю лунку. И в эту лунку вмешиваю все тесто. Прям выкладываю его сюда. Возьму лопатку, чтобы счищать с ложки. Если вы будете брать тесто более жидкое, оно прям растечется. Вам будет его сложно собирать по поверхности стола. Смело выкладываем. Все. Если у вас есть возможность, вы можете подключить супруга к данному процессу. Здесь мужская сила точно не будет лишней. Вообще процесс приготовления теста, мне кажется, такие для сильных женщин. Счищаю все с ложки. И одновременно с этим поглядываю на машину и подсыпаю муку туда. Конечно, делать в машине значительно проще и комфортней. Но некоторые очень любят работать руками. Прям говорят о том, что тесто должно чувствовать тепло рук и так далее. Да, я с этим согласна, мне тоже нравится работать с тестом. Но когда у вас действительно очень большой объем теста, с ним работать просто сложно. Просто из-за того, что его много. Собираем все с кастрюли. Начинаем замешивать. Я сверху тоже припылю, чтобы оно мне не прилипало к перчаткам.
начинаю вымешивать. С учетом того, что я взяла старое тесто из холодильника, достаточно плотное, все равно оно под воздействием, ну, и рук, и в процессе вымешивания оно отлично вмешается в новое тесто и будет однородным. То есть задача ваша сделать тесто, особенно когда вы вмешиваете разного цвета теста, а у нас сегодня именно так, давайте я сейчас сначала половинку замешаю, потом вторую, то это будет такая лакмусовая бумажка. Я закрою пока, чтобы вы меня слышали, потому что если белое тесто будет просвечивать в обычном, ну, как бы это будет видно и в выпечке. Но если вы хорошо вымешаете тесто, то и белое смешается абсолютно гладенько с обычным тестом. Ну и, соответственно, видно его не будет. Тесто мягкое. Не старайтесь изначально на этом этапе сделать его таким уже очень-очень плотным. Почему? Потому что оно у вас еще полежит в холодильнике. Оно станет еще плотнее. Лучше добавить муки, когда вы будете уже переходить к приготовлению пряников. Вот смотрите. Я внутри еще чувствую кусочки теста другого. Я еще разделю вдвое и буду вымешивать. Процесс несложный, но такой усидчивый должен быть. Теперь я не чувствую. Теперь я чувствую, что у меня тесто стало однородным. Как понять, готовое тесто для упаковки или нет? Если я дотронусь, у нас останется углубление. Тесто у меня довольно мягкое. Но самое главное, оно не прилипает к рукам. Я пакую тесто следующим образом. Лучше всего и комфортнее, если я делаю несколько замесов, я его взвешиваю. Сейчас я взвешивать не буду, но я вам рассказываю. Я его взвешиваю по килограмму. Делаю из него вот такой вот квадратик или прямоугольничек. Беру пакет. Кладу в пакет. Пакет можно взять побольше, у меня тут совсем маленький. Тут нужно полностью запаковать так, чтобы воздух у нас не проникал. И вот такими пластами по килограмму я складирую в холодильнике. То есть я знаю, если мне нужно, грубо говоря, 30-35 пряников, мне одного пласта в килограмм хватит. И я, во-первых, так удобнее хранить, так удобнее раскатывать. Так вы можете хранить большое количество килограммов, вот так вот выстраивать башенки. Ну и, соответственно, когда оно застынет, вместо вот такого куска, скажем так, его размять будет сложнее, чем размять вот такой пласт. Когда вы делаете это все четко, когда у вас большие заказы, когда вы знаете, что из 1 килограмма получается около 35 пряников, вы можете рассчитывать корпоративные заказы и понимать, хватит ли вам того теста, которое у вас хранится в холодильнике, или нет. Вот такой вот несложный мастер-класс. Давайте я покажу тесто, которое у нас, это в сторонку пока уберу, которое у нас получилось в машине. Оно мягче, и туда еще можно добавить спокойно муку. Сейчас его почистим. Машина сделала за нас основную работу. Она перемешала то старое тесто, которое мы использовали, и новый замес. Можно добавить сюда муку и продолжить вымешивать. Но я уже вымешиваю тоже вручную. Покажу вам, какой консистенции тесто вышло, скажем так, из-под венчика, из-под насадки. Ну, оно абсолютно такое же мягкое, комфортное. Плюсом является то, что все куски неоднородные, они уже перемешались. Сколько грамм теста нужно на один пряник? Честно говоря, на один пряник непосредственно я не взвешивала, но средний один пряник около 50 грамм, может быть чуть больше, чуть меньше.
Это пряник без глазури. Есть, конечно, клиенты, которые просят пряники на вес. Сколько стоит у вас килограмм пряников? Так как мы делаем расписные пряники, естественно, это у нас штучный товар, на вес мы не делаем. Но это никак вас не ограничивает. Действительно, могут быть пряники на вес. Вы можете просто делать пряники на вес, если клиент этого захочет. Вот смотрите, достаю все. Вот весь. Вся наша карамель, все наше тесто. Вот у меня осталось чистое почти дижа. И я замешиваю тесто. Видно, да, что оно достаточно плотное, но для того, чтобы положить в холодильник, оно все-таки слишком плотное. Ой, слишком мягкое. Поэтому сюда вмешать муку необходимо. Опять поделю пополам, чтобы легче было. Руки это дело такое. И вымешиваем. Все делаем то же самое, что делали вручную. Нужно добиться консистенции, знаете, у кого есть детки, консистенция массы для лепки. Не как такой советский пластилин дубовый, а вот такая масса для лепки, из которой комфортно лепить, которая держит форму, которая, да, вот смотрите, можно придать ей любую выемку, она не убирается обратно, не возвращается в исходное состояние, то есть держит форму хорошо. И тут такая же история. Замесив тесто, мы его можем опять взвесить, сделать его прямоугольничком. Положить в пакет. Ну и, грубо говоря, вот так будет выглядеть, если этот в пакете, второй будет в пакете. И вот так у вас будет стоять в холодильнике столбик из пряничного козульного теста. Еще раз напомню, что такое тесто хранится до 3 месяцев, даже больше, наверное. Просто больше 3 месяцев мы не хранили. Но 3 месяца лежат отлично. Не в морозилке, в холодильнике. Поэтому, если у вас планируется на 14 февраля, на 23 февраля, на 8 марта, на Пасху пряники, если вы так прям активно решили работать, можете сейчас приготовить тесто, чтобы потом в экстренный момент у вас всегда было тесто под рукой. А я с вами прощаюсь. Я надеюсь, что мой мастер-класс, мой эфир был полезен. Пишите в комментариях вопросы, если они у вас будут. Ну и продолжим в таком же роде общаться с вами, потому что мне это нравится. А вы можете в прямом эфире, вы можете по времени посмотреть, сколько занимает процесс приготовления теста, и варка карамели, и непосредственно замес. Ну, в общем, все на ваших глазах. Я с вами прощаюсь. Пока-пока.